Вам нужен дом? Есть идея? Знаете ли вы, что в Нидерландах, в стране, где каждый клочок земли на вес золота, архитекторы уже давно научились работать с нехваткой пространства. Там построили студенческий жилой комплекс из морских контейнеров. Он вмещает 1000 квартир. В Шанхае из 78 контейнеров построили ферму. В Сеуле превратили обычные контейнеры в кафе, магазины и просторное лобби театрального центра. И даже если вы не собираетесь строить бизнес-центр, а просто задумались о собственном доме или просто хотите впечатлить соседей домом, приехавшим из морского порта, это видео определенно заслуживает вашего внимания. И приятный бонус от меня – лайфхаки, без которых вам не обойтись. Контейнер – это металлический куб. А металл, как известно, ведет себя по-разному в пустыне, на севере или в тропиках. Если вы строите в регионе с морозами, утепление и герметизация не просто прихоть, а необходимость. В жарких зонах важно не столько утеплить, сколько отвести лишнее тепло. Помогают светлая облицовка, внешние навесы, вентилируемые фасады. В тропиках и прибрежных районах главная угроза – влажность и коррозия. Тут на первом месте грамотная вентиляция и антикоррозийные покрытия. Подобрать материалы, учесть погодные реалии и ориентировать дом по сторонам света – мелочи, которые делают жизнь внутри невыносимой или идеальной. Покупка контейнера – это первый серьезный шаг в любом проекте, связанном с модульным строительством. И на этом этапе многое зависит от масштабов задуманного. Цена за один контейнер колеблется от 2 до 6 тысяч долларов. Наибольшим спросом пользуется 40-футовый тип High Cube. Его высота 9,5 футов, а площадь около 30 квадратных ярдов. Пространства достаточно, чтобы разместить 1-2 спальни, ванную комнату и объединенную зону кухни и гостиной. Перед покупкой контейнер обязательно нужно осмотреть, а не обнимать от счастья. Сначала проверка, потом радость. Ищем следы ржавчины, вмятины, трещины и другие повреждения. Особое внимание внешним стенкам, угловым швам и полу. Критический элемент – двери и запорные устройства. Даже самый крепкий на вид контейнер может оказаться бесполезным, если механизмы заклинивают. Створки должны открываться и закрываться легко, засовы не должны заедать. Если справиться с ними можно только вдвоем, это уже тревожный сигнал. Прежде чем устанавливать контейнер, необходимо подготовить сам участок. Начинается все с выравнивания земли, затем подведения коммуникаций, воды, электричества, канализации, и только после этого переходят к фундаменту. Он защищает дом от влаги, предохраняет от коррозии и обеспечивает надежную устойчивость. Крепление контейнера к основанию выполняется с помощью стальных пластин. Эти элементы гарантируют прочное соединение и предотвращают смещение конструкции даже при сильных порывах ветра. Тип фундамента выбирают в зависимости от задач. В самых простых случаях используют опорные стойки. Они легко справляются с нагрузкой, если дом состоит из одного контейнера и не предусматривает дополнительных помещений. Но если проект включает подвал и инженерные системы, потребуется полноценный фундамент. Фундаменты используются разные, от бетонных блоков или опор из специально обработанной древесины, установленных прямо на землю, до глубоких подвалов для многоуровневых комплексов из нескольких контейнеров. Контейнерные дома весят относительно немного. В большинстве случаев достаточно облегченного основания, например, ленточного или свайного. Контейнер нужно тщательно обработать перед установкой на место. Например, избавиться от легкой ржавчины. Для этого понадобится пищевая сода и уксус. Смешайте их до образования густой, активной пасты. Она моментально вступает в реакцию с окислами металла. Нанесите смесь на поврежденный участок и оставьте примерно на 10 минут. После этого аккуратно удалите остатки металлической щеткой или обычной тряпкой. Но для сильной коррозии потребуются механические или сильные химические преобразователи ржавчины. Для того, чтобы снять старую краску, поможет простой, но действенный метод. Нагрейте воду, добавьте немного хозяйственного мыла и налейте раствор на поверхность. Затем накройте это место пищевой пленкой. Уже через 15-20 минут краска размягчится, и ее можно будет легко удалить шпателем, без особых усилий и без токсичных растворителей. Если внутри контейнера ощущается затхлый или химический запах, не паникуйте, это не призрак старого матроса, просто контейнер давно не проветривался. Выручит обычный древесный уголь или пищевая сода. Поставьте в центре ведро с углем или около 6 фунтов соды. Эти вещества впитывают влагу и эффективно нейтрализуют посторонние запахи. Через несколько дней воздух станет ощутимо свежее. Чтобы встроить окна и двери, в металлических стенках контейнера вырезают проемы. Для этого используют углошлифовальную машину, плазменную резку и другие режущие инструменты. Однако каждое вмешательство в целостность конструкции ослабляет ее. Поэтому прежде чем резать металл, обязательно проконсультируйтесь с инженером. Ошибка на этом этапе может обернуться серьезными затратами и финансовыми, и техническими.
История домостроения из морских контейнеров началась в полвека назад, когда архитекторы и дизайнеры начали экспериментировать с идеей повторного использования стандартных транспортных блоков. Изначально контейнеры применялись как временные офисы или аварийное жилье, но быстро обрели популярность благодаря своей модульности, прочности и дешевизне. В нулевых начался настоящий бум. В Европе, США и Азии появились первые полноценные жилые дома, студенческие общежития, кафе, офисы и даже гостиницы из контейнеров. Особенно активно технология развивалась в странах с дефицитом пространства и в зонах стихийных бедствий, где нужно было быстро возводить недорогое жилье. Сегодня контейнерная архитектура — это уже не маргинальный эксперимент, а модное направление с собственными стилями, технологиями утепления, инженерными решениями и дизайном. Вот некоторые из наиболее известных домов, созданных из этих модулей. Этот дом, спроектированный Джеймсом Уитакером, состоит из 21 контейнера в форме звезды. Расположенный в пустыне Калифорнии, он гармонично вписывается в окружающий ландшафт и снабжается электроэнергией от солнечных батарей. The Pacific Bean, гостевой дом, созданный архитектором Дэйвоном Лоэ Рапом, состоит из 5 морских контейнеров. Дом находится в часе езды от Сиэтла и предлагает уединенное место для отдыха с панорамными окнами, позволяющими наслаждаться природой. Каса Оруга в Чили — это дом-гусеница. Спроектированный Себастьяном Ира-Раса-Валем, использует 12 грузовых контейнеров и расположен у подножия Анд. Его дизайн следует контурам холма, создавая уникальное жилое пространство с бассейном, созданным из контейнера с открытым верхом. Семейный дом Lakeside House в Швеции состоит из 8 морских контейнеров и расположен на берегу озера Мэлорен. Дом установлен на сваях для защиты от дождевых вод и сочетает индустриальную эстетику с натуральными материалами в интерьере. Инженерные сети — это сердце любого дома. От них зависит комфорт, безопасность и функциональность. Именно поэтому все коммуникации нужно продумать заранее, до мельчайших деталей. Электропроводку и водопроводные трубы чаще всего прокладывают либо под полом, либо над потолком. Такой способ позволяет сохранить стенки контейнера целыми и обеспечивает доступ к коммуникациям при ремонте. Особенно важно учитывать все будущие приборы: кондиционеры, солнечные панели, системы вентиляции. Их подключение нужно предусматривать еще на стадии проекта. Если требуется провести кабели или трубы сквозь металлические панели, их необходимо защитить. При прямом контакте с острым краем металла проводка может повредиться. Чтобы этого избежать, применяют специальные протекторы — гибкие вставки, обрамляющие отверстия. Их можно сделать самостоятельно или купить готовыми. И еще один практичный прием. Вместо того, чтобы резать металл, используйте кабель-каналы с самоклеящейся основой. Они крепятся прямо на внутреннюю поверхность стен и легко скрываются под отделкой. Это безопасно, удобно и не нарушает герметичность контейнера. А для аккуратного вида подбирайте каналы под цвет стен, тогда они почти незаметны. Для создания внутреннего каркаса используют два материала — металл или дерево. Металлический каркас проще в монтаже. Его легче сварить с основой контейнера. Чтобы не терять лишние дюймы пространства, применяют узкие стойки, но при этом обязательно оставляют терморазрыв — зазор между металлом и внутренней обшивкой. Он предотвращает образование мостиков холода и защищает конструкцию от промерзания. Пол внутри контейнера покрыт прочной морской фанерой. Эта фанера часто пропитана инсектицидами и пестицидами, например, содержит медь, хром, мышьяк, для защиты от вредителей при морских перевозках. Для жилого помещения эту фанеру настоятельно рекомендуется либо полностью удалять, либо тщательно герметизировать перед укладкой чистового пола. Контейнер — это стальная оболочка. Без надежной теплоизоляции в ней не выжить. Зимой металл превращается в холодильную камеру, а летом разогревается как корпус корабля под тропическим солнцем. Утеплять можно двумя способами — снаружи или изнутри. Наружное утепление более практичное, оно сохраняет полезное пространство внутри и одновременно улучшает внешний вид. Для этого используют сайдинг, деревянную вагонку или другие облицовочные панели. Среди материалов — пенопласт, теплоизоляционные плиты, напыляемая пена. Последняя — самая эффективная, но и самая дорогая. Она образует плотный бесшовный барьер, который не оставляет мостиков холода. В суровом климате особенно важно утеплить не только стены, но и пол с потолком. Здесь работают современные решения — пенополиуретан или пенополистирол. Их укладывают слоями, обеспечивая равномерную защиту от температуры. И обязательно вентиляция. Без нее не обойтись. Герметичный контейнер не дышит, а это значит, что внутри появились конденсат и плесень.
Если дом состоит из нескольких соединенных контейнеров, между модулями часто остаются щели. Быстрое решение — монтажная пена высокой плотности. Она одновременно герметизирует и утепляет. После застывания пену обрезают и закрывают декоративной планкой. Окна зимой могут запотевать. Чтобы этого не происходило, положите на подоконник мешочек силикагелием. Тот самый, что кладут в упаковке с техникой. Он поглощает влагу. Еще лучше установить небольшую приточную вентиляцию. Это решение не только избавит от влаги, но и сохранит тепло. Пол — слабое место. Даже прочная морская фанера сама по себе не справляется. Чтобы не терять тепло, сначала укладывают отражающую подложку — фольгированный изолятор. Сверху слой пенополистирола. Такое сочетание отражает тепло обратно в помещение и блокирует холод снаружи. Звук — еще одна проблема. Металл отлично его проводит. При дожде он превращается в барабан. Чтобы сделать помещение тише, используют акустические панели, минеральную вату и гипсокартон. Хорошо работает ковролин или пробковое покрытие, особенно на потолке и полу. Такой слой глушит вибрации и превращает контейнер в теплое, уютное пространство. И, наконец, вентиляция. Ее отсутствие — прямой путь к коррозии и плохому воздуху. Герметичность контейнера требует постоянной циркуляции. Без нее дом теряет главное — пригодность для жизни. Сегодня контейнерный дом — это не просто жилье. Это заявление О независимости от ипотеки, о внимании к экологии, о желании жить проще и свободнее. Контейнер говорит: я не боюсь экспериментов, я выбираю путь сам. Кто-то строит дом мечты, кто-то мастерскую, кто-то маленький гестхаус у озера, а кто-то превращает контейнер в мобильную студию, с которой можно колесить по стране. Архитектура из контейнеров — это не стиль, это философия, и у каждого она своя. Сегодня в моде апсайклинг — вторичная жизнь вещей, которые еще недавно считались ненужными. Все чаще для утепления и отделки используют то, что уже было в употреблении. Например, обрезки пенопласта, оставшиеся после других строительных проектов. Главное, чтобы они были чистыми и неповрежденными. А вот пробковые панели, сделанные из бывшей упаковки, это настоящая находка. Они легкие, натуральные, хорошо удерживают тепло и снижают уровень шума. Такие материалы легко крепятся к внутренним стенам и служат не хуже новых утеплителей. Есть и более неожиданные решения, например, окна из строительного мусора. После сноса зданий нередко остаются рамы, стеклопакеты, створки. Все это часто выбрасывают, даже если повреждения минимальны. Скол, несоответствие стандарту, старая форма, и вот уже ценная вещь идет в утиль. Найдите такую раму, проверьте герметичность, и она прослужит еще десятки лет. А при желании можно доработать, получится уникальный фасад, за которым стоит история. контейнер можно превратить в полноценный дом. И именно отделка придает ему облик жилья. Снаружи используют сайдинг, деревянную обшивку, фасадные панели. Это не просто эстетика. Такие материалы добавляют дополнительный слой теплоизоляции, защищают от осадков и улучшают акустику. Внутри же все зависит от вкуса и бюджета владельца. Гипсокартон, декоративные панели, деревянные рейки или композитные плиты. Выбор широк. Но контейнерный дом — это всегда компромисс. Пространство ограничено, и каждая деталь имеет значение. Чтобы выиграть место, используют вертикальные решения. Шкафы до потолка, подвесные полки, кровати-чердаки — все, что помогает вытянуть интерьер вверх. Складная мебель работает особенно эффективно: откидные столы, трансформирующиеся диваны, кресла, кровати. Отдельное внимание встроенным системам хранения. Это скрытые резервы, которые решают вопрос порядка и функциональности. Ящики в ступеньках, ниши под кроватью, полки внутри стен. Каждая из таких деталей превращает ограниченную площадь в удобное, продуманное пространство, где есть место и для вещей, и для жизни. Мебель можно сделать своими руками. Из деревянных палет. Ведь что может быть романтичнее, чем кровать, в прошлой жизни возившая ящики с бананами? В умелых руках они превращаются в кровати с высоким изголовьем, полки, столы, немного шлифовки, пара креплений. И вот уже функциональный предмет, простой и по-своему изящный. А если добавить выдвижные ящики, он становится еще и системой хранения. Полки из палет, подвесные, настенные, встроенные, делаются буквально за вечер. Понадобятся только доски, шуруповерт и немного фантазии. Стол, обеденный, журнальный, письменный, собирается по тому же принципу. Дерево, покрытое морилкой или лаком, не только играет текстурой, но и служит десятилетиями. Важно использовать только палеты с маркировкой HT, термообработанные. Избегать палет с маркировкой MB, обработанные токсичным метилбромидом, и окрашенных палет неизвестного происхождения. Когда основные поверхности готовы, наступает время деталей. Именно декор превращает контейнер из техничного объема в настоящий дом. Стены можно покрасить в темный матовый цвет.
для уюта или в светлый, чтобы расширить пространство. Светодиодная лента добавит мягкий рассеянный свет. Шторы легко сшить самому. Плотная мешковина, холст, старые покрывала — все это отлично подойдет. Повесьте ткань на деревянную рейку, и в комнате появится текстура, тепло, глубина. Завершающий штрих — ландшафтный дизайн. Он помогает вписать контейнер в окружение так, чтобы архитектура не спорила с природой, а продолжала ее. Дорожки, насаждения, освещение — все это объединяет дом и участок в единую композицию. Именно здесь начинается настоящий уют с покраски стен, укладки полов, первых деталей интерьера. Один из самых важных шагов — сделать контейнерный дом полностью автономным. Начинают с солнечных панелей. Их устанавливают на крыше контейнера или на отдельно стоящих опорах рядом. В связке с аккумуляторами и инвертором они обеспечивают дом стабильным источником энергии. Такая система позволяет не зависеть от электросетей, особенно важно в отдаленных или труднодоступных районах. Для водоснабжения подойдут скважина, колодец или система сбора дождевой воды. Последнюю можно оснастить фильтрами и накопительными баками, чтобы обеспечить резерв и чистоту. Канализация — еще один ключевой элемент. Здесь используют септики или станции биологической очистки. Очищенные стоки можно применять для технических нужд или безопасно сбрасывать в грунт, не нарушая экологического баланса. Контейнер — это не просто сталь, это чистый лист. Все, что вы вложите, идеи, труд, тепло, отразится в каждой стене. А снаружи — терраса, звезды и тот самый кофе по утрам. Что еще нужно для дома, сделанного по любви? Только одно — не забудьте советоваться со специалистами, чтобы не испытать разочарование.